Всем привет! Данный видеоурок посвящен созданию вот такого узора. Он интересный как с этой стороны, так и с этой стороны. Получается достаточно плотным, отлично подойдет для различных изделий. Его можно связать как из полиэфирного шнура, так, например, и из трикотажной пряжи. На нее он тоже смотрится достаточно объемно. Так что выбирайте материал, который вам больше подходит. Ну что, желаю всем красивых петелек, давайте приступать. Итак, начинать вязание мы будем с вами с набора цепочки из воздушных петель. Делается она очень просто. Для этого мы берем наш кончик, делаем вот такую петельку. Тут наш кончик сверху и снизу рабочая нить. Теперь мы берем крючок и ныряем прямо снизу в эту петельку, перехватываемся и начинаем набирать цепочку из воздушных петель. Итак, мы делаем накид на крючок рабочей нитью и протаскиваем ее через эту петельку. Первая петелька, далее также накид и протаскиваем через петельку на крючке. Накид и протаскиваем через петельку на крючке. Для данного узора необходимо набрать нечетное количество петель. У меня это будет всего 13, то есть 1, 2, 3 я уже набрала и набираю еще 10. Итак, я набрала 13 петелек, делаю еще 2 петельки для подъема. И сейчас мы будем начинать с вами вязание в третью петельку от крючка. То есть вот 1, 2, 3, третья петля. Итак, этот ряд мы будем с вами сейчас провязывать с помощью полустолбиков с одним накидом. Для этого мы делаем сейчас с вами накид, ныряем в третью петлю от крючка, хватаем рабочую нить, вытягиваем. У нас сейчас на крючке 3 петельки. Мы заново хватаем рабочую нить, протаскиваем ее через все 3 петельки на крючке. Так мы связали с вами полустолбик с одним накидом. Далее мы пропускаем одну петельку и ныряем через одну. Также делаем накид, ныряем с вами через одну петельку, вытягиваем. У нас опять 3 петельки на крючке. Мы хватаем рабочую нить и протаскиваем через все 3 петельки. Теперь мы делаем заново накид и ныряем сюда же, в это же место. Провязываем еще один полустолбик с одним накидом. 3 петельки и заново все протаскиваем рабочей нитью. Итак, мы связали с вами 2 полустолбика с одним накидом в одну петельку. Теперь мы пропускаем следующую и вяжем опять через одну, также 2 полустолбика с одним накидом. Делаем накид, ныряем в петельку, вытягиваем и провязываем 3 петельки. Опять накид, ныряем туда же, вытягиваем нить. Сейчас у нас 3 петельки на крючке. Мы хватаем рабочую нить и провязываем все 3 петельки. Так мы связали с вами еще 2 полустолбика с одним накидом. Итак, мы идем далее, пропускаем одну петельку и провязываем 2 полустолбика с одним накидом в одну петлю. 1 и 2. Далее опять пропускаем и провязываем так до конца ряда через одну петельку. Итак, я подошла к последней петельке и провязываю ее также 2 полустолбика с одним накидом. 1 и ныряю туда же, провязываю 2. Так у нас получился с вами первый ряд. И теперь переходим к вязанию второго ряда. Делаем с вами петельку подъема, также накидываем ниточку на крючок и протаскиваем через петлю на крючке. Переворачиваем с вами вязание. Второй ряд мы будем с вами вязать за дальнюю дужку вот этих косичек. То есть вот у нас по краешку идут косички, и мы будем цеплять крючком за дальнюю дужку. То есть вот передняя дужка, а мы будем цеплять за заднюю. И начинаем мы со 2 петли от крючка. То есть получается та, которая петелька на крючке, мы ее не считаем. А далее видим 1, 2. И провязываем, получается, во 2 обычный столбик без накида. Ныряем прям за дальнюю дужку, хватаем ниточку
заново рабочей нитью провязываем столбик. И опять за дальнюю дужку вытягиваем ниточку и новой нитью провязываем столбик. И так мы идем с вами до конца. Всего мы должны провязать в моем случае 13 столбиков. Итак, я провязала, получается, 12 столбиков и подошла к последнему столбику. И также ныряю за дальнюю дужку косички и провязываю последний столбик. Вот получился у нас с вами второй ряд. И теперь переходим к вязанию следующего ряда. Делаем 2 петельки подъема, одну, вторую, и разворачиваем наше вязание. Третий ряд, мы будем его повторять и вязать точно так же, как мы вязали наш первый ряд. Вот мы видим, в этом ряду у нас были перемычки. Вот первая перемычка и вторая. Вот между первой и второй перемычкой будет нырять наш крючок. Сейчас мы делаем с вами опять полустолбик с одним накидом. Делаем накид и ныряем сюда между первой и второй перемычкой. Вытягиваем и провязываем все 3 петельки. Получается у нас с вами узор. Формируется за счет 2 полустолбиков с одним накидом. То есть этот ряд у нас будет также состоять из полустолбиков с одним накидом. Первый мы с вами провязали, у него второй как бы вот эти наши петельки подъема. Далее мы с вами пропускаем одну петельку и вяжем в другую. То есть здесь у нас вязание происходит сразу за обе дужки косички. То есть вот мы, получается, одну перемычку пропустили и ныряем в следующие. Делаем накид, ныряем, то есть также за обе дужки косички уже. Вытягиваем у нас 3 петельки и протаскиваем их через все 3 новой рабочей нитью. Делаем опять накид, ныряем в то же самое место и провязываем второй полустолбик с одним накидом. И так далее идем, опять пропускаем одну перемычку и ныряем через одну. Делаем накид, провязываем один полустолбик, делаем накид, провязываем второй полустолбик. И то есть видно, что у нас в этом ряду наши полустолбики выходят там же, в тех же местах, где выходили у нас полустолбики на первом ряду. То есть будут вот такие друг на друга они. Итак, мы идем с вами до конца, провязывая через одну по 2 полустолбика в одну петельку. Не забываем, что здесь мы ныряем сразу за обе дужки косичек. Итак, я подошла к концу. Вот мои 2 оставшиеся петельки. То есть одну я пропускаю, вот эту перемычку, а за следующую начинаю косичку нырять. Делаю также накид и провязываю 2 полустолбика с одним накидом. Итак, я провязала. Вот получается готов наш третий ряд. Теперь мы делаем с вами опять петельку подъема и разворачиваем наше вязание. Вот наша лицевая сторона, на ней формируется уже наш красивый узор. Итак, получается, что четвертый ряд у нас с вами опять состоит из обычных столбиков. И ныряем мы с вами за дальнюю дужку косички. Начинаем в этом ряду со второй петли от крючка. Вот первая, вторая. Ныряем туда за дальнюю дужку и провязываем столбик. И так далее во вторую. Повторяем наши ряды. Не забывайте, что нечетные ряды мы, получается, вяжем с вами за обе дужки косички, которые у нас здесь идут сверху. А там, где у нас четные ряды, то есть где мы провязываем обычные столбики, мы ныряем за дальнюю дужку косички. И так мы чередуем наши ряды и формируем наш узор. Итак, я вот опять подошла к последней петельке, провязываю, то есть у меня это 13-я петелька, у вас столько, сколько вы набрали в самой первой цепочке из воздушных петель. Теперь перехожу к вязанию следующего ряда, делаю 2 петельки подъема, разворачиваю вязание и приступаю к вязанию нечетного ряда.
То есть здесь мы с вами, получается, вяжем между вот этими перемычками, делаем накид и провязываем полустолбик. Первый полустолбик у нас мы провязываем один, так как для него пара это наши петельки подъема. Далее, получается, мы пропускаем с вами одну петельку, ныряем в следующую за обе дужки, делаем накид и провязываем также 2 полустолбика. И таким образом мы с вами идем и вяжем нужное количество вам рядов. Итак, я довязала свой узор. Вот такой он у меня получился. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Он действительно достаточно плотный. Мне кажется, он отлично подойдет для клапанов, рюкзаков или сумок, например, или для декора, например, подушек и тех же самых ковриков. Кстати, с другой стороны, он тоже получается достаточно интересный. Так что выбирайте, какой вам больше нравится, и применяйте его для своих изделий. Если данный видеоурок был для вас полезным, обязательно ставьте лайк, мне будет очень приятно. Другие мои интересные узоры вы можете найти, перейдя по ссылкам, которые в описании к данному видео. Вдруг найдете подходящий именно для вас. Не забывайте подписываться на мой канал и, конечно, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоуроки. А на этом все и пока-пока!